Я не знаю, как сейчас завести этот разговор с сыном и его женой, просто не представляю. Расстроенно делится с подругой 60-летняя Анна Дмитриевна. Намеками пыталась дать понять, что квартира мне нужна будет в ближайшее время. Бесполезно. Намеков не понимают. Квартира, о которой идет речь, небольшая двушка в спальном районе. Эту недвижимость Анна Дмитриевна получила в наследство от родителей как раз в тот год, когда женился сын. Молодые в качестве свадебного подарка попросили у свекрови разрешения пожить в квартире первое время. Не хотела я разрешать, но отказать тоже было как-то неудобно. Не хватило духу, честно говоря. Пустила я их. Но предупредила, что это не навсегда. Они должны копить деньги на свое жилье. Договорились, что как только они соберут более-менее приличный первый взнос, возьмут ипотеку и съедут. А я выйду на пенсию и буду квартиру сдавать, потому что на 15 тысяч не проживешь. Молодые перед свадьбой были на все согласны, кивали головами и хором обещали, что деньги будут копить обязательно, и как только, так сразу и съедут. Тогда оба работали на неплохих должностях, перспективы были самые радужные. Да и матери в то время едва исполнилось 50, и до ее пенсии казалось еще ох как далеко. Со дня свадьбы сына прошло уже больше 10 лет, а воз и ныне там. Денег молодые не накопили, да это и не удивительно. У них 2 детей, старшей девочке 7, младший год. Невестка сидит в декрете, работает один сын. В последние годы с трудом сводит концы. Все дорожает, семья увеличилась, а зарплата сына не растет. Более того, премии урезали, бонусы убрали, постоянно ходят какие-то слухи о сокращениях. Ситуация невеселая. Анна Дмитриевна живет гораздо лучше сына, она до сих пор работает. Еще и детям подкидывает по чуть-чуть, внучкам подарки покупает. Только вот в последний год стала задумываться о том, что пора уходить. Накопилась усталость, обострились болячки. Ну и что-то я подумала. Не хочется, чтобы на носилках с работы вынесли сразу на кладбище. Делится Анна Дмитриевна с подругой. Надо еще пожить для себя, хоть несколько лет, пока силы есть. Здоровье поправлю, свою квартиру в порядок приведу, к родственникам в Челябинск съезжу. Они давно зовут. В общем, решила, дорабатываю до конца года и ухожу. Единственное, сейчас надо решить вопрос с той квартирой, а как это сделать, чтоб не поругаться? Будет, видимо, скандал. Рассказала сыну об этом. Интересуется подруга. Я сказала, что на работе меня просят уходить. Дадут, мол, доработать до конца года и все. С января я пенсионерка, как жить на пенсию буду, не представляю. А он что? А он мне: мама, говорит, не волнуйся, уволить тебя никто не имеет права. Это возрастная дискриминация, за это сейчас работодателя по головке не погладит. Пусть только попробуют. Мы им, говорит, такое устроим, ух. Работай, говорит, спокойно и ни о чем не переживай. Вот так вот, хорош сын. Мать на 7-м десятке, еле ноги таскает уже, а он ей: работай, говорит, спокойно дальше. А про квартиру ни слова, конечно. Не понимает по-хорошему, придется по-плохому, видимо. Ань, да все он понимает. Вздыхает подруга. Не дурак же. Просто ты его тоже пойми. Куда они пойдут с детьми, с вещами? Денег у них сейчас, я так понимаю, не густо. И годовалый ребенок на руках. Зина, а у них никогда не густо. Сердится Анна Дмитриевна. Они несколько лет без детей жили. Оба работали, и что? Толку нет. Они за 10 лет на ноги не встали. И через год, и через 5 будет то же самое. Я уже поняла, в любом случае скандал будет, и я буду плохой. Культурно выселить не получится. Ань, ну зачем выселять-то? Это же твои дети, внуки. У меня бы духу не хватило выселить сына с детьми на улицу, чтобы сдать квартиру чужим людям и получить прибавку к пенсии. А жить мне на что тогда? На пенсию, как большинство стариков. Пенсия плюс льготы, плюс свое жилье. Нормально прожить можно. Не шикуя, конечно.
По гостям и санаториям ездить не получится, и на ремонт в квартире тоже, пожалуй, не выкроить. Но на простую еду хватит вполне. На еду, может, и хватит, а на лекарства, на одежду и обувь. Может, сдать тогда квартиру тому же сыну? Ну пусть платят за проживание какую-то сумму, им зато не переезжать, квартиру не искать, ребенку не менять школу. Зин, я уже думала об этом, вздыхает Анна Дмитриевна. Ничем хорошим это не закончится. Обида все равно будет на меня. Как так жили бесплатно, а теперь почему-то платить должны. А с деньгами начнется свистопляска. Головой кивнут и платить не будут. И что я сделаю? Я же не банк, и в суд не подам, если что, сама понимаешь. Я буду надеяться планировать. А мне, извини, мама, денег нет. Зачем мне это надо? Я лучше посторонних арендаторов пущу. С ними проще. А вы как считаете, выгнать на улицу детей и внуков, чтобы сдать жилье и получить прибавку к пенсии? Правильно. Дети давно уже не дети, может, пора им повзрослеть. У них есть возможность зарабатывать, в отличие от мамы-пенсионерки. Пусть скажут спасибо, что мать не просит еще и ей помогать. А может, это пенсионеры с недвижимостью потеряли берега? Загрызть готовы за квадратные метры, причем своих же. Не остановятся ни перед чем. Разве можно родных детей с младенцем гнать в никуда ради новой обуви и поездок в санатории? Вы на чьей стороне в этой ситуации? Что думаете?